Добрый день, друзья! У меня нарисовался неожиданно любопытный проект. Это у нас самый обыкновенный монтажный блок с крюком. И висит он у меня просто на заборе лет 30. Я еще мелким-мелким был, я его уже видел. Около 25 лет точно. И история такая. У меня есть друг, товарищ, с которым вместе кино делали, и он профессиональный актер, и хочет он обновить себе портфолио. Он приболел и очень сильно скинул вес. И сейчас весит он 53 кило, если я не ошибаюсь. И говорит, хочу сыграть такие роли перед тем, как опять набирать вес. Поправил он здоровье, сейчас будет набирать массу. И он говорит, я хочу сыграть какие-то необычные роли при таком весе, потому что потом у меня этого веса не будет, а никто мне вот так худеть не даст. То есть мы не находимся там не в Голливуде, где люди полгода готовятся, теряют по 20 кило. И он говорит, меня нужно подвесить в воздухе. И нужно будет делать это в лесу и без бюджета от слова совсем. Говорит, что-то выдумай. И я вспомнил вот про эту вещь. Но есть одна проблема. Оно заклинило намертво, двигается только крюк. Вот, но есть идея это дело раскрутить. Это просто металл. Это металл, который 20-25 лет висел на свежем воздухе. Его нужно будет разбирать, привести в порядок, оживить, заставить крутиться, и по вот этому колесу этого блока будет идти веревка, и будет человек, который будет подвешивать, то есть натягивать этот блок, натягивать канат, и человек будет подвешен в воздухе. Человек будет в гриме, это профессиональный актер. И значит, что мы будем снимать? Снимать мы будем, я сейчас покажу вам. Вот. И я хочу, это неожиданный, конечно, проект, абсолютно. И он, и заодно я и его приведу в порядок. А вдруг он нам понадобится для чего-то. То есть вещь-то полезная. Где-то что-то поднять. Мы найдем здорового парня. Вот такого кило 100-120. И он просто натянет канат. И мы актера подвесим. Просто его подвесим в воздух. И он отыграет. Это будет как куски переснятой сцены. Там не будет какого-то сумасшедшего сюжета, зато будет его актерская работа и игра, и перевоплощение. И, конечно, грим. Вот такой безумный проект. Но я хочу ему помочь, потому что он мне тоже помогает как-то снимать кино, его там доделывать, накладывать какие-то эффекты. Вот здесь, конечно, работы предстоит немало. Давайте для начала просто везде пшикнем ВДшкой или ее аналогом и подождем. Нам надо будет сдвинуть эти болты. Вот так. И здесь тоже надо уже. И вот так. Да. Естественно. Будем пробовать греть. Пошло, отлично. Есть.
Есть один пошел. Хорошо. Не хотелось мне срезать это дело. Есть. Так, одно есть. Отлично. Еще одно. Пошел. Вот и второй. Что такое? Есть. И второй. Тоже более-менее. Так, ну здесь все пошло, как по маслу. И погнали. Стопорная пластина. Тоже будем ее чистить, приводить в порядок. Ну вот и состояние. Скорее всего, этот буду менять. Здесь уже это все дело ходит. Вот оно. Вот. И здесь ходит. И вот здесь в этом пальце центрально входит. Если бы, конечно, я знал, я никогда не сталкивался с этим блоком. Мне просто по жизни никогда не случалось с этим сталкиваться. Я подумал, что здесь оно как-то вкручивается, но оказывается это просто палец, который через колесо, и вот на него насаживаются две вот этой половинки. И его сейчас нужно выбить, естественно, конечно, без немножко крепкого удара не обошлось. Сейчас надо выбить, я думаю, какие-то клинья вот сюда вот воткнуть и попробовать уже вытащить. Пришлось немножко его здесь болгаркой подточить, вот, но дело сделано. Здесь у нас куча живности внутри. По идее оно должно двигаться как на подшипнике, на пальце крутиться. Потому что здесь вот этот паз для того, чтобы как раз таки палец заклинить. На данный момент этого не происходит. Давайте будем как-то в любом случае оживлять. А там уже будем думать. Надо хотя бы, чтобы оно начало двигаться для начала. Там уже будем думать, как его. Ну прям совсем не двигается. Ну давайте так. Давайте так как-то двигать. Но так оно двигается, но двигается оно опять же вместе с пальцем. Должно ли оно так делать? Хороший вопрос. Кажется, это дело удалось сдвинуть. Зажал палец и пытаюсь это дело проворачивать. Так медленно. Вот оно очень-очень медленно, но идет. Я на это очень надеюсь, потому что я говорю, оно нарушает логику. Зачем нужно колесо, если оно не крутится? Должно оно крутиться, если нет подшипника, а подшипника нету. Это, ну, у меня такое, скажем так, пищевое инженерное образование, и мы все равно элементы механики проходили. И, ну, нелогично
просто нелогично. Должно крутиться. И нет подшипника, значит должно крутиться на пальце на смазке. Нет каких-то таких сумасшедших или колебаний, или натяжений, или там не нагревается так сильно, то есть нет таких скоростей, значит нет такого трения. Не нагревается, даже если палец должно крутиться на пальце. Особенно если он стопорится, значит он не цельный. Если он стопорится и он цельный с колесом, значит колесо тоже стопорится. И оно не будет крутиться. Логика, тупая, простая логика. Значит, это не может быть. Зачем нужно колесо, если оно не крутится? Ну, то есть, вот. И логическими такими моментами вот я пытаюсь теперь провернуть на пальце. Вот я его зажал в тиски. И просто вот пытаюсь его крутить. То есть оно, колесо крутится на пальце. Вот оно уже пошло практически легко. Добились результата. Все. Там я уже пойму, как вот эту часть. Вот и все. Оживили наконец-таки. Угу. Давайте-ка поможем. Вот и все. Вот и все. Все, колесо снято. Пипец. Ну что? Колесо. Крюк. Его еще нужно разобрать отдельно. Вот у нас две части станины. О, корпус. Как правильно? Я как бы не инженер, механик. Так. И наш палец. Вот он, оказывается, какой. Идет. Хорошо. Пошел. Блин, его кто-то походу или наперекосяк, или я что-то не понимаю. Сейчас будем смотреть. Да, наперекосяк походу. Блин, как тяжело-то, а? Ух ты, стоп. Стоп. Не ломаем. Слушайте, ну называется 30 лет на чистом воздухе, блин, зимой и летом повисело. Под чистым небом, под осадками, под всем. И все. Вот что бывает. Называется движение — это жизнь. Не подвигалось, и все. Блин, еле сдвинешь. Гаечки эти пытаемся сохранить, потому что они, ну, типа как, я не знаю, найду ли я такие резко. Такие же. Вот. Ну что? И второй пошел. А вот и все. Так вот. Все. Естественно, это нужно будет прогонять. Обязательно. Не, здесь все легко. Здесь все легко. Сейчас поймем. Я еще пока не понимаю, но выкручивается. Да, кажется, идет. Или нет. Нет, наверное, это просто двигается. Ну пусть будет. Ее надо тоже. Да. Я понял. Она,
Я все понял, здесь ее нужно. Вот. И вот у нас поворот крюка. Итак, все разобрано, наши железки. Лимонная кислота. Скорее всего, закину ее всю. Да, ее здесь просто дофига, но у нее уже больше года срок годности, поэтому надо ее уже купить новую, а эту уничтожить. Большая емкость и теплая вода. Сейчас около 6 вечера. Вот часиков в 9 утра мы посмотрим, что у нас получится. Ну что, пора это вытаскивать. Уже обед, я немножко дольше подержал. Еще идут пузырьки, я вижу реакцию, но времени совсем мало, да и еще куча работы. Там старая краска, я уже вытаскивал немного. И старая краска проглянулась, которую тоже нужно избавляться от нее. Ее очищать надо будет, или слизывать, или снимать какой-то химией. Совсем неплохо. Вот более-менее достойный результат. А где-то просто великолепный уже. Чистенький металл. Естественно, где-то здесь есть и краска. Много краски на крюке. Очень много краски на колесе. Но оно было под защитой. Вот краска осталась. Ну и на корпусе тоже есть. Вот. Я сейчас это все. Этот болт надо менять. Он совсем сгнил. Я думаю, что стоит... Я не нашел у себя подобных. Ну, просто возьму и заменю. Ну, а что делать? Не такой же засунуть. Я могу такой засунуть, а зачем? Вот, поэтому... я сейчас ополосну это все водой обычной. И нанесу для удаления краски жидкость. Особенно на колесо и на крюк. Вот такой удалитель краски я буду использовать. Итак, в итоге, что у нас получается? Большие детали готовы к покраске. Мелкие детали, осталось их немного тоже пошкурить. И, скорее всего, я буду что-то красить. Совсем мелкое я буду воронить в масле, греть и воронить. А вот эти вот элементы я покрашу. Болты я купил подобные. Потому что вот таких вот без резьбы уже так просто не найдешь. Просто очень много лет. Сейчас подобные только вот такие. Отправляю еще раз в лимонку эти мелочи, потому что, честно говоря, настолько ржавые, можно запариться их чистить. Еще кину на ночь в какой-нибудь такой серьезный раствор, и утром они уже будут как новенькие. Ну потому что это убийство их чистить. Но они прям вроде в лимонке были, но не особо помогло. Давайте всю эту историю обезжирим. Стандартно.
Так. Грунт у нас Кудо. Вот грунт у них ничего, краска, сколько я не покупал, говнище. Не берите, если есть возможность, она полностью монополизировала рынок, блин, на всем рынке везде, Кудо. Как по мне, лютое говно. Но грунт у них неплохой. Не знаю, я раза 3 попадал на краску, попалось говно. Из этого я сделал вывод, что Кудо говно. Вот так вот. И наши детальки. Поехали! Сильно толстый слой не буду. Обезжирили, хорошо, ложится классно. Я решил, что у меня будет черно-зеленая классическая схема. Мне нравится эта краска, главное, чтобы ее хватило. Так. Классно ложится. Вот. Но проблема в том, что у нас небольшой ветерок сейчас. Надеюсь, что ее хватит. Ну и черную. Взял вот такую вот на пробу Ultima, без понятия, глянец. Черная. Посмотрим, как она будет себя вести. Если будет огонь, закажу еще. Как у нас дела пойдут? О, слушайте, ну мне нравится. Мне нравится, как она себя ведет. Слушайте, ну мне нравится пока. Так. Ну, вот и все. Тут кое-где чуть-чуть подпропустил. Все. Более-менее. И вот. Все, оставляем сохнуть.